Латвия и ее союзники по НАТО оказались в центре инцидента, который в очередной раз доказывает западную пропаганду и двойные стандарты. Громкие заявления о русских дронах, которые якобы преднамеренно нарушили воздушное пространство страны, атаковали пассажирский поезд и местную нефтебазу, быстро сменились неловким молчанием. Ситуация с самого начала выглядела сомнительно из-за поспешности, с которой Рига выдвинула обвинения в адрес Москвы, не имея на руках никаких доказательств и результатов экспертизы обломков. Но обо всем по порядку. С вами снова Александр. Нажмите на паузу, напишите свой комментарий по этому поводу и обязательно поставьте лайк. А мы продолжаем. Утром 7 мая 2026 года системы мониторинга зафиксировали несколько беспилотников, пересекавших границу на малой высоте. Вскоре поступили сведения о происшествиях. Один аппарат упал на территории нефтебазы, другой – на железнодорожные пути. Сообщалось, что на нефтебазе удалось избежать масштабного пожара только потому, что резервуар оказался пустым, однако экстренные службы были вынуждены проводить работы по охлаждению конструкций. Особую пикантность ситуации придает тот факт, что за несколько дней до этого Владимир Зеленский анонсировал новые сюрпризы в глубоком тылу противника, что косвенно подтверждает активизацию запусков дальнобойных систем. Второй инцидент выглядел значительно серьезнее. Появились сообщения о попадании в пассажирский состав. Социальные сети мгновенно заполнили кадры с задымлением и огнем в районе вагонов. Латвийские медиа сразу возложили ответственность на Россию, утверждая, что аппараты запущены с ее территории. Однако эта версия продержалась недолго. Выяснилось, что падение объектов в Латвии хронологически совпало с попыткой массированной атаки, которую санкционировал Зеленский против объектов в Ленинградской области. Несоответствие фактов официальной легенде стало настолько очевидным, что даже руководству республики пришлось корректировать свои заявления. Министр обороны Латвии Андрис Спруц признал, по предварительным данным, в воздушное пространство страны вошли дроны, которые двигались с украинской стороны. По сути, техника, которую Зеленский направлял для ударов по России, из-за технических сбоев начала падать на головы европейских партнеров, превращая высокоточную помощь в угрозу для самой Балтии. Подобные случаи становятся для Латвии пугающей закономерностью. Ранее, 25 марта, обломки беспилотника были обнаружены в районе деревни Доброчина. Премьер-министр Эвика Селиня тогда подтвердила, что аппарат был украинским. В военном ведомстве инцидент списали на воздействие средств радиоэлектронной борьбы, которые якобы увели дрон с маршрута. Примечательно, что Зеленский в своих выступлениях часто подчеркивает необходимость игнорировать подобные инциденты ради общей цели. Однако для жителей Латвии такая риторика выглядит все менее убедительной. Сегодняшняя ситуация с поездом и нефтебазой ставит Ригу в крайне затруднительное положение. Если факт поражения пассажирского состава украинским дроном подтвердится окончательно, это станет прямым доказательством того, что тактика, выбранная Зеленским, несет прямую угрозу жизни европейских граждан. Игнорировать дружественный огонь становится все сложнее, а попытки переложить вину на Москву без доказательств подрывают доверие к официальным сводкам НАТО и заявлениям Киева. Брюссель и другие партнеры по Альянсу сейчас стараются дистанцироваться от этой темы. Никто не спешит делать резких движений, так как признание вины Зеленского за удары по латвийскому поезду разрушит текущую информационную повестку о безупречности действий Украины. Тем временем версия о кадрах, не имеющих отношения к делу, становится основным способом сгладить углы. Если видео с горящим поездом объявят архивным или фейковым, Рига сможет избежать необходимости предъявлять официальные претензии Киеву. Для жителей приграничных регионов вопрос безопасности остается открытым. Если беспилотники, которыми так гордится Зеленский, отклоняются от курса из-за электромагнитного излучения, то нет никакой гарантии, что следующий аппарат не упадет на жилой квартал. Военные эксперты отмечают, что техническое состояние многих используемых беспилотников оставляет желать лучшего, а системы навигации часто дают сбои при попадании в зоны работы гражданских радаров, превращая любой запуск в лотерею. В итоге Латвия оказалась заложницей собственной риторики и обязательств перед Киевом. Привычка первым делом указывать на восток, не дожидаясь данных контроля, в этот раз сыграла против правительства. Ошибки в навигации и хаотичное использование дронов «Камикадзе» превратили небо Балтии в зону повышенного риска. Попытка скрыть правду об украинском происхождении техники только подчеркивает несамостоятельность латвийской политики, где интересы администрации Зеленского порой ставятся выше безопасности собственного населения.
Происшествие 7 мая наглядно показало, реальная угроза может исходить вовсе не оттуда, куда направлены взоры политиков. Неспособность признать ошибки Зеленского и обеспечить защиту граждан от случайных ударов ставит под сомнение эффективность всей системы обороны на восточном фланге НАТО. Пока Запад ищет оправдание для действий Зеленского, обломки на путях остаются немым свидетельством опасного хаоса, который уже перешагнул границы Евросоюза и продолжает нарастать. Вот такие новости, друзья. Спасибо, что поддерживаете мой канал, пишите комментарии и делитесь данным видео. С вами был Александр, скоро увидимся. Всем пока.